Привет, народ! Это видео, это письмо от нашего подписчика, который выбрался из оккупированного Мариуполя, и он рассказывает о своем опыте. Это не просто грустная и страшная история о том, как бывает, это выводы. Выводы, которые потенциально могут спасти вам жизнь и жизнь вашим близким. Я очень благодарен за то, что вы делитесь своим опытом, и да, Красный Лист создавался именно для этого. Именно для того, чтобы учиться у людей. Мое выживание в Мариуполе. Решил написать сюда свою историю похождений. Может, кому будет интересно, и он сделает какие-нибудь выводы. Все началось, как и у всех, 24 числа. Для нас тут это обычное дело слышать прилеты и отлеты. Мы думали, что, как всегда, погудит и успокоится. Но нет, гремело все громче и громче. Тогда мы поняли, что началось, но не осознавали того до конца. Первые дни все работало. Газ, свет, вода. Впоследствии у меня пропала вода, свет, газ и отопление. Но они оставались на другом конце города у моей знакомой, и мной было принято решение драпать туда. 3 дня все работало, но потом пропало. Мы думали тогда, что это быстро, постреляют и перестанут. Но нет, нарастало и нарастало. Потом был такой период, в буквальном смысле, 1-2 дня, когда из магазинов все тащили. Чаще всего тащили то, без чего прожить нельзя. К примеру, бутылки воды, долгосрочная еда и так далее и тому подобное. Многие брали то, что успели ухватить. Даже были комичные случаи. К примеру, на моих глазах мужик нес целый мешок женских трусов. Но все же чаще всего выносили именно нужное для выживания. Часто с даже очень большим перебором. Я вынес 6 бутылок 5-литровых с водой, 12 пачек сигарет, несколько куриных грудок, а также рыбу в консервах. Тушенку разобрали в первую очередь. Вроде было еще что-то, но там ерунда. И что могу сказать, если до этого дошло, не стесняемся и выносим. Да, без перегиба, но все же, иначе 40 дней будете голодать. Также я взял оттуда коляску для продуктов. Впоследствии я набрал 7 бутылок емкостью 5 литров, ходил к источнику воды, переносил это как раз в коляске. Это был мой небольшой запас воды, который позволял долго не выходить на улицу. У нас в квартире ужасно холодно, так как... Первое. Выбило окна. Второе. Нет отопления. Третье. Стоял февраль-март, и мной было принято решение сделать буфер. У нас на стене висели ковры, ну и недолго думая, я угодил и оставил нам по сути одну комнату. Ведь одну комнату прогреть легче, чем 3. Была также брезентуха. Ею я смог закрыть выбитое окно и кое-как заделал дыры. От холода это кое-как помогло, но все равно в квартире было очень холодно. Еду же я хранил на балконе, по объективным причинам. Также я сделал печку-щепочницу из подручных средств. Вещь в такой ситуации незаменимая. И согреться, и приготовить поесть, и места уличного не требует. Зашел на балкон, сделал еду и хорошо. А то прям на моих глазах было несколько случаев, как люди готовили еду на улице, в кострах и на мангалах, и многие из них уже погибли. Попала во двор мина. Все, кто был около костра, мертвы. А так, бетонное перекрытие в моем случае могут и спасти. Кроме того, обязательная вещь – топор или пила. Так как топить нечем, в ход шли деревья, кусты во дворе, а также мебель. Сразу набрал много растопки, чтобы она, во-первых, высохла, хоть как-то, а во-вторых, чтобы меньше выходить на улицу. Таким чередом мы прожили достаточно долго, понятия не имея, что происходит вообще. Связи не было, поэтому желательно иметь радио. Когда шум и обстрелы приближались, становилось очень страшно, и мы ушли в автономку. Благо был неприкасаемый запас еды и воды на этот случай. На улицу не ходили вообще, сидели чисто в подвале и в квартире, если утихало. Благо у нас были шашки, шахматы, карты, нарды, в которые мы играли в свободное время. Кроме того, читали книжки. Всегда берите с собой в бомбарь развлечения. Вы не знаете, сколько в этом просидите, может день, а может и месяц, как я сидел в квартире и подвале. За это время потихоньку можно начать сходить с ума. К примеру, мой сосед-отшельник жил в одиночку и спустя 3 недели пришел ко мне и спросил, не слышу ли я шум из стен. А через пару дней он окончательно полетел головой. Выбежал из дома, и судьба его дальнейшая мне неизвестна. Спустя месяц к нам прилетела граната с едким запахом. Глаза начали гореть, а потом к нам зашли бойцы РФ. Подумайте, как пометить место, что там мирное. Ну и сказали нам драпать. Причем идти за ними шаг в шаг. Вокруг было много снарядов, не разорвавшихся бомб и прочих опасностей. Некоторые улицы вообще говорили перебегать очень быстро. Мы пришли и нам выдали гуманитарку. Также просили пометить себя белой тканью. Также я обменял сигареты у бойцов на армейский сухпай, так как еда заканчивалась. Военные сказали, что мы можем покинуть Мариуполь или остаться. Ну и решено было остаться. Но через день к нам в дом прилетела бомба, и квартиры я лишился. Решил эвакуироваться вместе с соседями. Мой товарищ раньше интересовался темой выживания, и поэтому прихватил с собой карты, компас, нож, кабар, мощный фонарь и тому подобные вещи. В общем-то, на первом блокпосте к нему возникли вопросы. Благо, он кое-как выкрутился. Нас посадили в автобус, и мы поехали в Донецк. По дороге мы видели десятки сожженных машин, и наверняка с людьми.
Причем они пытались покинуть Мариуполь, когда началась осада, и что стало их ошибкой, так как попали под перекрестный огонь. Не пытайтесь покинуть город, когда он уже в осаде, только когда эвакуируют или вообще до осады. В ДНР нас отсеивали. Это был довольно долгий процесс. Ничего такого там не происходит, проверяют татуировки, есть ли символы немцев, Украины, трезубы, лозунги. Убрать, так как вы не докажете в таком случае, что вы не участник конфликта. Нюхают собаками на предмет пороховых газов, проверяют телефоны, фотографии и соцсети, ну и само собой сумки. Мой знакомый до осады был подписан на паблик Азова, ну и совершил очень большую глупость этим, благо ничего не комментировал там. Его расспрашивали очень долго, благо отпустили, повезло. Далее предложили на выбор, куда мы хотим, в Украину или РФ, или остаться в Мариуполе. Я выбрал РФ, так как не хотелось возвращаться туда. Да и Украину опасался, вдруг стану двойным беженцем и опять попаду в замес. Потом нас переселили в распределительный центр, оттуда в какой-то лагерь детский, который в торопях оборудовали под нас. Дальше уже распределение по регионам РФ и новая жизнь. Еще пару моментов хотел затронуть касаемо выживания в городе. Во-первых, если сливаете воду с труб, батареи или с туалетного бачка, обязательно кипятите и фильтруйте ее. Было огромное количество людей, которые страдали как раз из-за грязной воды. Второе. Если есть возможность вынести с магазина, выносите. К примеру, на сигареты цена подскочила за пару недель до 700 гривен за пачку. И так со всеми товарами. Сами понимаете, или закупаем сразу, или вот так, как я. Кроме того, не шарьтесь по улице. Много убитых. Шарахались по улице сами с мыслью, что «Ой, что это там жахнуло, давайте посмотрим». Не боялись абсолютно взрывов и разрывов снарядов, как будто ничего и нет, как будто не убьет их. Вот прям очень много людей совершали эту глупость, обычно из-за любопытства. Кроме того, видел фишку, как люди заряжали телефон от машины. Имейте переходник с собой. Надеюсь, мой опыт поможет кому-то пережить это сложное время. Всем удачки, желаю всем выжить, камрады. Еще немного моментов про Мариуполь. Артобстрелы всегда начинаются внезапно. Обычно перед обстрелом есть характерный щелчок, звук отлета снарядов. Если его слышишь, у тебя есть около 5-7 секунд до прилета снаряда. Также я раньше слышал, что обстрелы около 30 снарядов. На самом деле нет. Там может быть и 2-3 выстрела одиночных, а могут 2-3 часа стрелять. Ты никак это не вычислишь. Самое страшное — это попасть под обстрел, когда идешь за водой. Я обычно перед тем, как идти, планировал маршрут, чтобы как можно меньше времени находиться на улице, и сразу смотрел, где можно укрыться. Однажды начался обстрел, и я, не найдя ничего лучше, спрятался в инкассаторской машине и переждал обстрел. Он был очень длинным, и я очень пожалел, что не взял с собой хотя бы минимальный тревожный чемоданчик. Многие люди, не пережидая обстрела, шли на улицу, но лично для меня это просто дополнительные риски и все. Кроме того, у моей знакомой была такая неприятная история. У нее бабушка, когда все началось, перенервничала и что-то стало с сердцем. А так как врачей не было, она умерла. Но основная неприятность не это, а вынос тела из квартиры. Обычно этим занимаются специальные службы, но в данном случае пожарные даже не работали, не говоря уже об выносе тела. В общем, она завернула ее в пакеты большие и кое-как вынесла на улице. А вот от подтеканий тела пришлось избавляться дефицитной водой с хлоркой, и вроде бы помогло. И да, довольно много людей погибло не из-за бомбежек, снарядов и мин и прочего, а банально из-за сердца или других заболеваний. Из очевидного, но многим непонятного, не могу не рассказать еще об одном случае. Я был на блокпосте, и у меня проверяли документы. Тут едет машина вся затонированная и как будто не видит блокпост, и просто едет на полной скорости дальше. В итоге военные стрельнули по колесам, кое-как остановили и положили на асфальт всех, кто там был. А там была обычная мирная семья. Начали все обыскивать, в итоге увели их на разговор. Кроме этого, когда переходишь дорогу, нужно быть предельно аккуратным, так как военные часто спешат и едут, наплевав на все правила дорожного движения, как наши, так и русские. Поэтому очень внимательно надо быть с этим делом. Кроме этого, желательно иметь большой запас влажных салфеток, так как мыться негде и нечем особо, вот и приходится пользоваться ими, тратя в большом количестве. Поэтому желательно иметь большой запас. Это все выводы, которые я сделал из дней, проведенных мною в, так скажем, не самых приятных условиях. Надеюсь, что никто больше не попадет в такую ситуацию, но на всякий случай к такому надо быть готовым. Желаю всем выжить. Спасибо за просмотр, это был экспериментальный формат, и я его сделал, потому что должен был. Я не жду от него больших просмотров, потому что это не столько развлекательное видео, сколько видео на задуматься, но все же ваше мнение для меня очень важно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам этот формат, как вам это видео и нужно ли продолжать рубрику. Также, если у вас есть своя история, которой вы хотите поделиться, наши контакты будут в описании к этому видео. Вы можете прислать свое письмо, свою историю, и, возможно, мы ее опубликуем. Как всегда, по традиции, мойте руки с мылом, заботьтесь о близких, переходите дорогу в положенных местах, любите природу и встретимся вживую.